Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Основная тема осени, точнее их две, это тема выбора и организации нашей личной жизни. Личная жизнь здесь не только про любовь, хотя у кого-то из вас именно личная какая-то история любви проиграется. Это может быть еще и выбор, который касается ваших честолюбивых планов, построения карьеры. В целом, период осени – это много ретроградности. Можно сказать смело, что мы выбираем судьбу. За счет планетарных событий многие темы, которые будут подняты именно осенью, начиная практически с первых дней сентября, в последующем перейдут не словно на декабрь, где-то вот это будет касаться не просто даже зимы, а с заходом на 2025 год. С чем мы определимся теперь? Это и будет иметь значение на последующий период жизни. И если мы говорим планетарно, ретро-Плутон с 1 сентября, и почти эта энергия будет ощущаться нами однозначно до конца ноября. И любой планетарный транзит – это не есть какое-то начало четкое и окончание. Всегда есть прелюдия и есть какое-то послевкусие. Почему я говорю, это будет ощущаться где-то еще и в декабре. Мы можем как раз, и нас, словно планеты, будут подталкивать высшие силы, Вселенная, назовите как угодно, провести важные преобразования в нашей жизни. Это не те преобразования, когда мы что-то ломаем и начинаем с нуля, на пустом месте. Нет, тут, скорее всего, вам придется с чем-то разобраться, с тем, что уже сложилось. Или с тем, или с кем, может быть, имеет уже какая-то быть история или какая-то данность по вашим делам. И в данном случае у нас Плутон возвращается в Козерог. А Козерог, как известно, это у нас планета, правящая планета, точнее Сатурн у Козерога. И это всегда структура. Структура организации, как и нашей жизни, но помимо всего прочего, мы можем организовывать свои вопросы буквально документально, оформлять что-то де юре, отправиться в высокие инстанции, отправиться к чиновникам, сделать что-то по закону. Вот это может быть. Причем оформлять мы можем как и отношения, так и какие-то дела, вопросы, которые уже какой-то определенный период складывались. А теперь вот подходим мы к этому самому итогу. Я должна сказать еще и ретро-Сатурн. Я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня серия видео как раз про ретро-Сатурн. Это касается всех знаков зодиака. И есть у меня статья на моем сайте. Опять же, оставлю ссылку в описании под видео. Там для всех знаков зодиака вы можете посмотреть как и по Солнцу, так и по асценденту, чтобы разобраться, что вам ближе подходит. Вот этот ретро-Сатурн, который длится и чувство ощущаться будет тоже до конца ноября. С чем-то мы должны разобраться. Кроме всего прочего, у нас еще и есть ретро-Нептун. И этот планетарный транзит мы сейчас уже проживаем. В этот период по ретро-Нептуну он продлится до 7 декабря. Опять же, заход на декабрь. И ретро-Уран, мои дорогие, который тоже вместе с Плутоном начинается с 1 сентября и закончится аж 30 января 2025 года. Если мы говорим про Плутон, то начало Плутона в Козероге – это ретроградное движение. Оно завершится к середине октября и станет немного, как будто полегче. Или будет что-то для нас более определено. Мы будем точно знать свои приоритеты, свое направление. И на начало ноября мы будем уже полны решимости. И эти преобразования, которые мы будем притворять как раз в реальность, будут более обдуманные и логичные. Есть какая-то четкость. Вот это великая ретроградность, как в один период, считайте, достаточно короткий, ретро-Плутон, ретро-Сатурн, ретро-Нептун и ретро-Уран нас заставляют сделать выбор. И этот выбор достаточно судьбоносен. Ретро-Сатурн и ретро-Нептун, кстати, помогут тем, кто немного застрял в нерешительности, хоть вам это и не свойственно, но, может быть, и есть вопрос, когда сложно его решить или сделать сложный выбор. Мы все будем больше реалистами, потому что дела лучше слов.
а деньги надежнее рукопожатия. Вот где-то из этой концепции, мои дорогие овны, вы можете исходить. Итак, давайте смотреть. У нас сегодня две колоды. На первой колоде мы с вами зададим следующие вопросы, если мы заявили, как изменится ваша жизнь. Давайте мы сначала узнаем, что же, какие дела будут как раз в концепцию входить выбора или организации, какой сферы жизни, или какие главные события, с чем вы можете столкнуться. Вот как раз карта дуальности, когда быть легким на подъем и где-то использовать все альтернативные варианты нам придется. Вы можете примерять как будто на себя, что будет, если я поступлю определенным образом, а что будет, если я поступлю как-то иначе. Вы будете большими реалистами, вы можете решать какие-то финансовые вопросы, потому что, опять же, хочется больше уверенности с заходом на 2025 год. По этой карте могут у кого-то проиграться и выбор в отношениях тоже. Дуальная карта говорит сама по себе о каком-то выборе, когда мы не можем это отложить на потом. И здесь могут прийти как и новости какие-то. Для кого-то из вас это может быть начало построения карьеры или организации собственного бизнеса. Это когда вы можете на что-то решиться. Выйти вот из какой-то замкнутой ситуации, двойственной именно. И вот, пожалуйста, праздник уже какой-то вам обеспечен. 4 жезлов – это переход от вот этой где-то карты нерешительности или карты, когда мы стоим на выборе, и в конце концов вы его осуществляете, если мы говорим о важном событии. Что-то не просто судьбоносное, а как будто есть два направления, но только одно направление ведет к празднику. Праздник после победы. 4 жезлов. И это та уверенность, которая на долгие годы. Будьте внимательны, что же это, может быть, нам прояснят. Карты достаточно мелкие, не говорят о событиях. У кого-то действительно проигрывается ваша работа, ваша занятость, либо ваш бизнес, либо ваша учеба. Здесь вы можете, кстати, прийти к выводу, что я буду обучаться новому чему-то. У кого-то я пойду изучать языки, а у кого-то это будет язык программирования. Очень хорошо проходит по двойке пентаклей. 2 корабля, один из символов Меркурия, и как раз по Меркурию. Самое время добавить знаний. Любые знания, которые вы решите добавлять или проходить какие-то курсы, мои дорогие овны, для вас это будут в последующем как переложенные знания на практику и полученные деньги. Вот примите это к сведению. Не бойся учиться. Не бойся перед собой открывать новые горизонты. Тебя это не просто вдохновит, а тебе это как-то поможет еще решить финансовый круг задач или построить карьеру. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, и поэтому у вас есть возможность как и закрыть какой-то финансовый вопрос, даже если там была какая-то финансовая брешь. Но здесь вы будете большими реалистами, ведь нам показан профессионал. Он четко знает, что он делает. Он занят своим делом, он кует пентакли. Вот какая-то организация, причем такая уверенно надежная на долгий период времени, с каким-то прогрессом, что немаловажно по этой карте, для вас видят, по крайней мере, так, карты осенний период. Что еще? Чего это может касаться? Перемены, мои дорогие, правда. Здесь где-то готовность к переменам. А вот уже колесница – это увеличение скорости. Мы набираем темп. Это еще и внешние события, которые вас могут подталкивать, кстати, для кого-то совершить переезд. Или откроются новые перспективы по работе. У кого-то это может быть и личная жизнь. Хотя нам показано вот на 4 жезлов. Жезлы – это больше деньги, работа, активность. Но кто знает, может быть, эти энергии будут как раз касаться оформления документов, мои дорогие. И тогда тоже будет в чем-то победа. Мне интересно, по колеснице нам сразу говорят, это где-то относится ко всему тому, что я сказала до карт. Не оглядывайся назад, полный вперед. Не пытайся что-то словно притянуть из прошлого и переделать. Нет, здесь определиться с тем, что уже есть, и идти дальше. Вот о чем нам карта. И в этой колоде карт это преддверие успеха. Поэтому мало того, что праздник после победы, дальше у нас идет работа, деньги, занятость, профессиональный рост, прогресс, вообще в принципе качество жизни. И дальше на этом не заканчивается. Где-то с заходом на 25-й год, мои дорогие, правда, тут сам по себе жизненный драйв и удачные перемены, я бы сказала так.
но выбор придется делать. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. Как изменится ваша жизнь. Вот то, что было, наверное, или служило состоянием выбора. Здесь вы будете действительно оформлять кто-то де юре. Карта Иерофант говорит о традициях, она говорит о том, что мы можем пойти, кстати, и учиться. Для тех, мои дорогие овны, кто занимает высокий пост, это, знаете, еще какая-то новая, может быть, как структура вашей жизни, новая организация вашей жизни. По карте Иерофант сама по себе организация проходит с учетом традиций, с учетом ваших где-то намерений. Это то, что правильно, это то, что надежно, умело, как-то корректно. Иерофант никуда не спешит, и нам сразу говорят, ключи в ваших руках будут. Правда, выбор серьезный стоит. И если у вас на повестке дня, у кого-то могут быть как через призму личной жизни, оформление вашего союза. У кого-то могут пройти и бракосочетания, мои дорогие. И я допускаю, что у кого-то могут пройти и бракоразводные процессы за осенний период. Но вы останетесь, самое главное, довольным. Потому что то, что вас долгое время сдерживало, не устраивало, вы как избавитесь от каких-то предубеждений с одной стороны, а с другой вы избавитесь от каких-то цепей, от каких-то оков. И это открывает совершенно новый путь. И может быть у кого-то как смена места жительства, правда, и тогда нужные документы, которые необходимы, вы тоже оформите. У кого-то это могут быть и вопросы раздела имущества, мои дорогие. Изменение статуса, все-таки это статусная карта. И если в целом мы подведем статус, да, нам говорит карта Иерофант, вот изменение статуса для вас, мои дорогие овны, идет либо через работу, как получение новой должности или какие-то новые вехи в карьере, а у кого-то через личную жизнь. Хорошо, как изменится ваша жизнь. Вы будете более продуманными. Семерка мечей – это карта великого манипулятора, иногда называют ее картой вора, и поэтому вы понимаете, что я себе не должен навредить. Это более продуманная карта, когда мы хотим, кстати, в этой колоде забрать свое. И у кого-то раздел имущества может пройти, как изменится ваша жизнь. Но главное, меняются ваши энергии. По семерке мечей, вот особенно в этой колоде, обратите внимание, хоть и называют карта вора, а здесь у нас персонаж очень доволен собой. Всего мечей 7, но он забрал 5, 2 оставил, как будто он говорит: не мое, мне не нужно, но и своего не отдам. Вот какие-то подобные энергии, и в связи с этим правильное решение. Человек забирает свое, когда все спят. Поэтому вы будете продумывать какой-то наиболее безопасный способ решения ваших вопросов. Вы будете уходить от конфликта. Вы поймете окончательно, что иногда какие-то теневые энергии или какое-то закулисье оказывают больше помощи или приводят к большим результатам, нежели открытая конфронтация. Вот изменится ваше мышление, мои дорогие овны. Как же еще изменится ваша жизнь? Вам захочется, потому что вот этот праздник сохранить. Вам надоест попросту, с одной стороны, участвовать в конфликте, с другой стороны, кому-то что-то объяснять, доказывать. Ну вот смена энергетики. Как изменится ваша жизнь? Да, вы будете больше сконцентрированы на сами себе, чтобы вам никто не мешал. Я люблю карту отшельника именно за это. Никто не мешает. Отшельник идет своим путем. Да, это путь нельзя назвать, что быстрота, скорость какая-то, но это продуманное действие. Это карта философии. Философия жизни ваша меняется. Вот мы только что говорили по семерке мечей, и где-то карта отшельника это подтверждает. Вы выберете одно какое-то свое направление, или пусть два, но эти вопросы будут касаться совершенно нового действия вашего. По карте отшельника у кого-то будет переезд с учетом как возможной релокация офиса или возможная работа где-то в другой местности, может быть, и в другой стране. Вам придется адаптироваться к каким-то ситуациям. Но ведь по отшельнику это сама по себе мудрость проходит. Это та мудрость, когда для нас не имеют значения мнения окружающих. Нас невозможно, как отшельника, купить на лесть, но также невозможно расстроить
Если нам кто-то говорит что-то нелицеприятное, вывести на эмоции отшельника невозможно. Вот так меняется ваша жизнь. Вы именно сохраняете, вот как Паэрофант. Это некоторый дзен, когда есть у меня свой план или твердое намерение процветать. И все остальное я как будто подстрою. Вот так изменяется ваша жизнь. И правда, ваша сильная позиция вам словно высшие силы с учетом аркана Иерофант будут в помощь. Как изменится ваша жизнь, аркан Колесница. Больше на сохранение того, что может быть продолжено. Карта жадины. Решение финансовых вопросов. Уход может быть от какой-то финансовой недостаточности. И если вы прежде, кстати, по части денег больше решали вопросы финансового порядка на импульсе, то здесь нет. Посмотрите, насколько меняются энергии. Ведь где-то карта Иерофант. Она как раз говорит, ну, если не о жадности, безусловно, то о сохранении, так это уж точно. О продуманных действиях. О том, что есть какая-то конкретика в реальной жизни. И, может быть, я думаю как-то по-другому. Но жизнь меня заставляет быть реалистом. И поэтому я себе не хочу навредить. Вот от начала до конца. Это как выбор и организация, которые вас ведут в правильном направлении. Давайте мы с вами достанем карту на второй колоде карт и рассмотрим дела, работа, бизнес, учеба. Что нам подскажут? Что это будет? Каковы энергии? Вот самое главное для себя не ставить никаких, знаете, табу. Может быть, некоторые как период сомнений, потому что вы переключаетесь на другие энергии. И это всегда требует внутренней реорганизации, но это именно внутренней. По восьмерке мечей то, чего нет. Это то, когда мы смотрим вглубь себя или пытаемся проанализировать прежнюю ситуацию, не заглядывайте в прошлое. И поэтому, может быть, нам карта и говорит, если дела, работа, бизнес, нет помех. Одна помеха – это где-то мы сами, нашими неправильными мыслями или ненужной глубокой философии, или тем, когда мы оглядываемся, ну, где-то назад, в чем-то сомневаемся в себе. Вам придется, мои дорогие, по пажу мечей, словно, смотрите, паж наша, девушка, идет между двумя обрывами по тоненькой джордочке. И она читает книгу. Знание – сила, знание – буквально свет. Нам вот так ярко иллюстрирует карта. И поэтому все то, что я сказала, не бойтесь приобретать знания. Вам это воздастся деньгами буквально. Или позволит, как вы найдете какую-то информацию, и вам позволит эта информация осуществить какой-то очень важный переход. Может быть, ну так аллегорически, между прошлым и будущим. И вы можете чувствовать, как над обрывом, да? Ведь это есть какой-то страх, а нам говорят, не смотри вниз, не оборачивайся назад. Вот эти два направления, дела, работа, бизнес, для вас будут очень важны. Но по пажу мечей правда и ничего, кроме правды. Поэтому нет смысла волноваться, нет смысла анализировать прошлое, мои дорогие. Может быть, узнать четко, как работает в отношении вас закон по тому или иному вопросу. Оттолкнуться от того, что вы хотите организовать, что вы хотите создать и какие действия от вас потребуются. По пажу мечей паж наша имеет четкий план действий. Поэтому для вас тезис-план любой, неважно, чем вы занимаетесь, это будет как в помощь. Хорошо, какой же будет итог или к чему это все приведет за осенний месяц? Давайте узнаем, мои дорогие овны. Вы останетесь довольны, туз чаш. Да, не совсем просто. И нам, кстати, говорят, есть некоторый, может быть, конфликт Плутона и Марса, когда осенью вас, именно, мои дорогие овны, будут так захлестывать эмоции. Или они могут захлестывать вашего партнера. Поэтому держите осанку на любых поворотах судьбы. Для вас не пойти в разнос будет очень важно. Это будет дважды, трижды сильная позиция. Не включение в какие-то распри, не включение в какие-то ненужные диалоги. Карта отшельника – это монолог. Вот я думаю именно так, как я думаю, и я иду вперед. Без доказательств, без объяснений. У кого-то может быть уход по-английски. И по-английски это лучше, нежели уход, хлопнув дверью, с какими-то бурными эмоциями, битьем посуды. Ну, у кого-то буквально может и такое быть. В конечном итоге счастье.
Туз чаш – это карта наполненности. И, безусловно, когда мы остаемся довольны. Давайте мы посмотрим, в чем ваша сила, в чем ваша энергия, куда лучше ее направить, в какие дела, вопросы, как видят карты, куда лучше направить вашу энергию. Вот посмотрите, еще одна карта как раз нам и говорит. 13-й аркан – трансформация. Вы исследуете непознанную землю без карты. Торопиться нет смысла. Все вопросы, опять же, возвращаясь к отшельнику, решать первое – быть честным самим собой, понимать, что вы хотите достичь, и понимать, что где-то люди будут манипулировать ситуацией, где-то будут разными. Поэтому себе не навредить – это основная задача. Трансформация совершенно точно неизбежна. Она ведет вас к новым горизонтам, к новым возможностям. Но этот путь, он никогда не бывает простым, он не бывает легким. Поэтому и Плутон где-то меняет статус и меняет личную жизнь. Если мы говорим ретро-Плутон, меняет цели, меняет карьеру. И вот это по трансформации, да тут все вот эти ретро-планеты, о которых я сказала, вас словно заставляют перейти на какой-то новый жизненный путь. Не торопитесь и надейтесь сами на себя. И в этом будет ваша сильная позиция. Открыться новым перспективам, в чем ваша сила. Пройти вот эту трансформацию и набрать темп. Двойка чаш. Какую-то свою личную историю сбалансировать. Это карта любви, мои дорогие. Верности, взаимопонимания. Для вас будут важны люди, которые вас воспринимают такими, как вы есть. Где-то карта говорит о том, что это нужно как и по делам, работе, бизнесу. Может, это один человек, как партнерские отношения, которые могут быть важны. Или вы можете причесать свое окружение за осенний период и оставить кого-то одного. Но, значит, вот проверенные люди или тем, кого вы доверяете, те, которые, может быть, с вами уже оказывались не раз в какой-то сложной ситуации, и они никогда не отступают назад. Вот надежность, она для вас не только как по карте Иерофант мы говорим законы или возможность что-то оформить, а еще и сами люди, отношение людское, как ваш ближайший круг. Это будет как ваша сила. Давайте мы достанем еще одну карту. И, видимо, это откроет новые перспективы. Тройка жезлов – это у нас как девушка уже смотрит в новые горизонты. Это карта якоря. Но это не тот якорь, когда мы совсем заземлились и мы ничего не предпринимаем. Нет, здесь как раз новые возможности, они вас ждут. Но еще нужно что-то завершить перед тем, как переключиться на какой-то другой ракурс. У кого-то это, правда, могут быть переезд, или если этот переезд планировался, вы будете заниматься вопросами переезда, оформлять какие-то документы. У кого-то это может быть по части личной жизни, когда вы совершите либо в конце 2024 года, либо, может быть, в самом начале 2025 года. Но результат или якорь по вот этой трансформации, мои дорогие, вы получите, и вы останетесь, самое главное, довольны. Вообще концепция жизни для вас меняется. Давайте мы достанем такую карту. Каковы неожиданности? С чем это может быть связано, мои дорогие овны? Неожиданности. Десятка пентаклей не совсем про неожиданности. Это больше про качество жизни. Это про уверенность, это про надежность, про теплый уютный дом и про финансовую стабильность. Поэтому все то, что касается всего, что я перечислила, для вас как неожиданность, подарки судьбы, считайте это так. Или для себя самого, самой выбрать правильные ориентиры. От этого правильного выбора будет сама по себе организация, ведь десятка пентаклей – это когда мы все организовали. Это когда мы уже чувствуем себя уверенно и смело смотрим в завтрашний день. У кого-то вопросы финансов вы решите, у кого-то семьи, у кого-то это будут успешными вопросы переезда или смены места жительства. Все то, что по десятке пентаклей. Правда, тут в неожиданностях приятностей больше где-то так. Давайте мы с вами зададим вопрос личной жизни, хотя нам уже об этом сказали, но тем не менее. Посмотрим. Вот опять же нам про надежность. Семерка пентаклей – это неспешная карта. И это не то, что где-то мы от чего-то отказались, а нет, тут скорее всего какой-то есть у вас союз,
который должен быть продолжен. Для тех, кто один или одна, я не могу сказать однозначно, что вы за короткий осенний период встретите какого-то человека и доверитесь ему настолько, что будете готовы кардинально менять свою собственную жизнь. Но если уже какие-то отношения складывались, вот здесь они могут резко начать набирать темп или как-то развиваться, и вы как раз можете прийти к выводу, что мы будем проживать вместе. Вот такая история может быть. Но по десятке пентаклей у нас денежное дерево, поэтому, опять же, энергия денег для вас не на последнем месте. И как вопросы занятости, у кого-то вторичный доход или вообще организация нашей жизни, когда больше финансовых возможностей через работу. Есть еще и некоторая пауза по этой карте. Давайте мы посмотрим. Мы спросили на личную жизнь, что это еще может означать. Умеренность. Вообще это две карты надежности. И я уже об этом говорила. Уделять внимание всему, что надежно, в первую очередь, как вашему окружению. Или если стоит выбор по личной жизни, у кого-то такое может быть. Хотя ни одна карта нам о выборе таком не сказала. Как будто овны уже сделали выбор. Даже если он прежде был и двойка чаш, карта верности. Это может говорить как и о надежных партнерских отношениях, по вашим делам, по вашей работе, так и по личной жизни. Все где-то должно быть у вас в балансе, мои дорогие. Давайте мы спросим, достанем такую карту. В чем вам повезет? В чем же вам повезет? По восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Или мы заявили выбор и организация. Это правда планетарно. И по восьмерке мы идем вот от этой чаши, где нам, может быть, самим приходилось поддерживать, чтобы огонь не погас, какие-то отношения или какую-то данность, потому что так было принято, или потому что так сложилось, а теперь мы делаем свой выбор окончательно, и вот от этой чаши с огнем идем к солнцу. Солнце – это где-то, ну, можно сказать, тот период жизни, и карта так аллегорически говорит, что последующие полгода для тебя будут очень важными. Удели внимание, ты сейчас чем-то определяешься, но последующие полгода ты тоже будешь организовывать свою жизнь. Для кого-то это может быть переезд или смена работы, или выбор по вашей личной жизни, или выбор по вашей занятости. Вот какие-то такие направления. В приоритете то, что для вас надежно, и на то, что вы можете опереться, мои дорогие овны. Давайте мы с вами спросим, каков совет нам дадут карты. Снова двойка пентаклей. Ты должен сделать выбор. Мы не можем без выбора понимать, что для нас более перспективно. И может быть какая-то была история, когда вам приходилось сидеть на двух стульях, и вашим, и нашим. Вот это должно быть завершено. С другой стороны, с учетом аркана Иерофант и семерки мечей, карта не говорит о конфронтации. Нет. Тут, скорее всего, выход или из конфликтной ситуации для вас совершенно необходим. И тогда может быть выход по-английски, как я уже говорила. Или каким-то, ну, таким неоднозначно хитрым способом. Это будет более полезно, нежели кому-то что-то доказывать, мои дорогие. Двойка пентаклей все же это больше диалоговая карта, нежели карта монолога. Давайте посмотрим еще совет. Взаимодействуй, как будто. Ну, тут уже мне нечего добавить. Карта императрица. И если ваш знак зодиака больше соответствует аркану император, император это более жесткие энергии, то по карте императрица это та, которая сумеет со всеми договориться. Да, эта карта говорит в совете «надейся сам на себя». Но это открывает перед нами совершенно новые возможности. Организация сама по себе жизни совершенно по-другому. И если мы спрашивали выбор и организация, вот как раз вам две карты выпали, мои дорогие овны. Выбирай и организовывай. Не будет как-то, как прежде. Вам об этом говорит как и старший аркан Колесница, как и 13-й аркан трансформации.
И поэтому, если мы что-то ставим, даже если вы сейчас ничем не занимаетесь, кто-то смотрит на пенсии, поверьте, события, которые будут развиваться вокруг вас, они все равно вас могут поставить перед каким-то выбором, пусть это будет связано с людьми, вашими близкими, или с кем вы просто контактируете, или события извне, в обстоятельствах. И выбор делать придется, иначе мы можем отдать собственную судьбу на волю случая. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.